Привет, друзья! Сегодня рассказываю о людях с числом души 3. Это люди, которые родились 3 числа, 12, 21 и 30 числа любого месяца. Это люди, в характере которых есть очень много энергии Юпитера. Самыми чистыми представителями троечки являются люди, которые родились 3 числа. В остальных датах присутствуют энергии других планет. Но мы говорим сегодня в целом, обобщенно. Юпитер — это такая планета-гуру, которая берет на себя функции решения всех проблем Солнечной системы. Гуру, по преданиям в ведической мифологии, был учителем всех богов. И поэтому он является носителем мудрости, философии, знаний. И в связи с этим это такой характер, который всегда берет на себя всю ответственность и решает проблемы окружающих, а также отвечает на любые вопросы. Гуру обладает невероятным, колоссальным знанием, которое пришло с ним из прошлых жизней. И человек-троечка всегда знает ответы практически на все вопросы. Это такой советник, консультант, который может помочь в решении любых сложных проблем. Самое главное, что юпитерианцы очень любят брать на себя ответственность, именно вот любят, это их душевная потребность. Им нравится быть ответственным за что-то, понимать свою важность, им очень важно уважение. Поэтому, если вы встречаетесь с людьми с числом души 3, старайтесь оказать им подчеркнутое уважение, вы станете их лучшим другом. Юпитерианцы рождаются мудрыми и с детских лет опережают своих сверстников по развитию. Очень часто лет до 5-7 эти детки помнят свои прошлые воплощения, ну хотя бы одно. И они помнят из прошлых воплощений вот то уважение, которым они обладали, проживая прошлые жизни. И часто говорят о себе в третьем лице, как они помнят, говорили о нем когда-то тогда, раньше. Это очень интересно и очень необычно, но родители должны понимать, что это не фантазии, что это реальность такая, и именно троечки обладают такими свойствами. Можно сказать, что родители часто не готовы к приходу такого ребенка, который родился уже мудрым, опытным, знающим жизнь. И родители часто пытаются воспитывать такого малыша, а для него это очень сложно. Он очень тяжело переносит, когда ему дают нравоучения, поучают, дают советы. И, конечно, родителям нужно понимать, что в некоторых случаях они могут прислушиваться к мнению своего малыша, даже несмотря на то, что у него еще такой ранний возраст. На самом деле вот этот багаж знаний, который он принес с собой в эту жизнь из прошлых воплощений, он очень большой, и им нужно пользоваться. Не нужно давить на такого ребенка, потому что вы будете его только злить. Старайтесь найти к нему подход с уважением, объясняйте ему, просите у него совета, пусть даже понарошку, но так будет лучше. Еще часто бывает, что один из родителей это как-то понимает на интуитивном уровне, а второй не может смириться. Например, если папа или мама солнечные, например, огненные или девятки или единички. Поэтому часто, очень часто в семье у троечки бывает так, что с одним из родителей не складываются отношения. Это тоже как будто бы норма жизни уже. И нужно понимать, что если это происходит, наверное, нужно родителю тоже подумать о своем поведении и немного измениться, подстроиться под своего ребенка. И тогда в семье будет лад. Потому что если вы научитесь с раннего детства ребенку показывать свое уважение, он станет вашим лучшим другом. Вот такое знайство троечек юпитерианцев, оно выражается очень часто даже на консультациях, когда человек приходит к тебе вроде как за помощью, за каким-то советом, ты ему даешь консультацию, рассказываешь о чем-то, о его характере, о каких-то событиях и обсуждаешь их. И в результате троечка часто говорит: ну я это все и сам знал, но все равно спасибо. То есть не забудет поблагодарить, останется вежливым, но для себя будет понимать, что он это и сам знал давно. Есть, конечно, троечки, вот особенно это касается людей, которые родились 30 числа. Они очень критичные по характеру и могут часто даже, ну вот как бы так, с напором
разговаривать. Вот когда приходят такие люди на консультацию, мы сразу готовимся внутренне, знаем, что будет нелегко, потому что он все критикует, все берет под сомнение, считает, что он самый умный, самый лучший. В этом случае для людей, которые родились 30 числа, вот этот нолик на конце, он давит на троечку и этим обостряет какие-то черты характера тройки. Поэтому с ними как-то тяжелее, чем с обычными троечками, с теми, кто родился 3 числа, 12, 21. Вообще на самом деле 3 это самое лучшее число, которое может быть у человека дано при рождении. И оно приносит всегда удачу. Если жить по законам Вселенной, не нарушать их и быть открытым миру, то человек с числом души 3 будет очень счастлив. В связи с тем, что троечка — это сигнификатор Юпитера, а Юпитер — это такая тяжелая планета, которая движется достаточно медленно, то и троечки тоже обладают таким характером неторопливым, и их не нужно торопить. Они не любят спешки, они любят монументальность, они любят разобраться в вопросе всегда до глубины. И на самом деле, вот если их подталкивать, просить быть побыстрее, то это мешает их процессам, их такой вот важной черте все делать не спеша. Поэтому нужно тоже знать, что это как данность, и не бороться с этой привычкой. Вообще тройки очень хорошие организаторы, очень хорошие советники, не любят работать в подчинении, потому что они считают себя по праву, скажем так, действительно очень знающими, очень опытными людьми, специалистами. Вот. Но, тем не менее, иногда приходится работать в подчинении, им приходится подстраиваться с большими сложностями чисто для себя, особенно тем, кто родился 30 числа. Вот. Лучше выбирать такие профессии, где вы можете занимать пост достаточно высокий, или, например, пост, где вам можно организовывать какие-то процессы, принимать решения и самому решать какие-то серьезные задачи, потому что троечкам это нравится, и им это принесет удовольствие, и будет очень хорошая отдача. Вот. А работать в подчинении, конечно, очень сложно. Ну, например, если тройка работает советником у президента, то это хороший пост для нее. Тройка — это денежный знак, и вообще число 3 приносит удачу. Так что если вы, например, хотите иметь, допустим, удачные продажи, старайтесь использовать число 3 в своих ценах на товары. И хочу сказать, что троечка очень такая монументальная, материальная, практичная, очень погружена в работу, в зарабатывание денег, поэтому ей нужно обращать внимание еще и на своих близких, потому что часто они захвачены процессом зарабатывания денег, служения другим, заботой об окружающей среде, о мире, о людях, и могут не уделять достаточно внимания своим близким людям. Поэтому это очень важный момент, и при этом их же нельзя критиковать, а любой совет или просьбу они могут воспринять как критику. Поэтому вот нужно найти какой-то баланс для тройки, чтобы она достаточно внимания уделяла и близким, и работе, и в то же время близкие тоже старайтесь как-то мягко подавать свои просьбы, без критики, без каких-то скандалов, повышенных тонов, с уважением. Вот если вы будете разговаривать с уважением, почтительно, с тройкой, она вас услышит и примет к сведению и постарается сделать вас счастливым. Вообще будет окружать заботой. Вот люди, которые находятся рядом с тройкой, они никогда не бывают голодными, раздетыми, разутыми. У них все всегда в порядке. Это замечательные родители, замечательные партнеры. Единственное, что есть такая вот тяжеловатость характера, связанная с тем, что они считают себя достаточно умными, опытными людьми и могут это транслировать в мир. Вот. Но нужно относиться к этому снисходительно. У каждого свои приколы, скажем так. Вот на своем опыте знаю, что тройки вот среди даже моих друзей очень любят всего побольше. Вот если они что-то покупают, то это, ну, например, что-то большое, не 1 килограмм, а 3. Если приносят тебе подарочек, то не 1, а 3. И если там покупают что-то, то в тройном размере. У них всего должно быть много. Квартира побольше, не меньше 3 комнат, побольше еды в холодильнике. Они очень любят вкусно поесть, повеселиться. Вот все, что связано с таким материальным достатком,
с вкусной едой, с какими-то материальными ценностями, им это очень близко, они все это очень любят, и вот они все это притягивают. У них, как правило, очень хорошее стабильное материальное положение, всегда есть отложенные деньги, какая-то недвижимость, может быть, корабли и пароходы, если уровень доходов высокий. Вот. Ну, это вот такая вот важная черта характера тройки. Вот среди моих друзей таких очень много, как-то так получилось, и я замечаю, что они все достаточно обеспеченные люди, все у них в порядке всегда. Они очень четко отслеживают свои доходы и постоянно их наращивают. Так вот, совет такой тройкам: старайтесь сильно не уходить в материальный мир. Помните о том, что есть еще простые человеческие радости, ну и женские, конечно, тоже. Вот. Ну и в то же время сильно своей заботой не душите близких, потому что иногда ее бывает слишком много. Только спросишь какой-то совет, на тебя обрушивается прям лавина знаний, или, допустим, ты просишь немножко соли, тебе принесут банку, еще потом на выбор разных 3 соли, там крупную, морскую, гималайскую. В общем, ну вот в таком плане, чтобы вам объяснить попонятнее, они себя выражают. Для тройки очень важен вопрос детей. У них обычно несколько детей, и часто у троек бывают дети приемные, они их усыновляют. Или, например, воспитывают детей супруга как своих. Это очень хорошая черта, и достаточно вот, действительно понимать, если вы выбираете будущего партнера, и у него число души 3, вы можете быть, ну, процентов на 80 спокойны, что с вашим ребенком он найдет общий язык, окружит заботой, будет помогать с уроками, вырастет как надо. Вот это качество заботы о других иногда очень мешает женщинам-троечкам, потому что женщина-троечка берет на себя функции защитника, да, в семье. Эти функции, они по праву принадлежат мужчине, супругу, поэтому старайтесь ему не переходить дорогу в этой области. Не давите своей заботой, тем, что вы умеете решать вопросы, дела, то есть оставляйте такое, или делайте это как-то незаметно, да, то есть вас не должно быть слишком много. Все-таки роль мужчины должна быть в семье на первом месте, главнее, а потом уже вы. Очень частая ошибка женщин-троечек, когда они берут на себя все, решение всех проблем, организацию всех процессов в семье, воспитание детей, а муж не знает потом, чем ему заниматься. Да, и еще они при этом хорошо зарабатывают, знают, как это делать, и мужу ничего не остается, или партнеру. Поэтому старайтесь. И вот эти вот колоссальные знания, свой интеллект тоже старайтесь как бы с уважением относиться к другим людям, которые, возможно, не имеют высшего образования или не такие начитанные, как вы. То есть это такой вопрос как бы для каждого индивидуальный. Кому-то это нужно, кому-то нет, поэтому надо понимать, что каждый человек живет со своей картиной мира, и не нужно на него давить. То есть вы можете, конечно, немножко себя притормаживать, да? Вот хочется вам накрыть стол на 18 персон, а обедаете вы только втроем, да? Сделайте, как говорится, ну, минимизируйте ваши желания. Хотите вы там вечером прочитать лекцию по философии семьи, ну подумайте, зачем это нужно, да? Наслаждайтесь своими знаниями, своими какими-то наработками, да, со своими коллегами, друзьями по цеху, да. Дома старайтесь быть на своей роли женской. Вот. Мужчины тоже, кстати. Мужчины часто, тройки, обладают такими диктаторскими замашками, то есть вот я сказал, так и будет, тоже не нужно так поступать, потому что, конечно, да, мы понимаем, вы очень серьезный, солидный человек, который знает, как лучше, но есть еще люди вокруг, с которыми не мешало бы посоветоваться, хотя бы потому, что вы живете вместе. Троечки еще очень часто тянут на себе круг больших обязанностей и забот. И, как правило, они делают это незаметно. То есть они нагружают себя и тянут этот воз, часто не спят из-за этих обязанностей, все время там что-то прокручивают в голове, и часто вот к среднему возрасту многие сгорают, особенно мужчины. Женщины как-то покрепче, выносливее, да, в силу своей природы.
А вот с мужчинами может случиться вот такая неприятность. Поэтому, конечно, старайтесь следить за своей троечкой, которая рядом с вами, не слишком ли много она тянет. Потому что окружающие замечают, сколько тянула на себе тройка именно тогда, когда она уходит. То есть остается просто пустое пространство, его очень много. И очень много наваливается каких-то дел, которых вы раньше даже не замечали, потому что всеми вопросами занималась тройка. Вот. Это очень важный момент такой, советую всем обращать на это внимание. И обязательно следить за здоровьем. Троечки часто из-за того, что они любят всего побольше, особенно вкусненького, они часто переедают, очень любят сладкое, поэтому есть склонность к диабету и к таким вот болезням не очень приятным, ожирение. Старайтесь следить за своим весом, за правильным питанием, не переедать и уменьшайте сладкое в своем рационе. Всем тройкам нужно обязательно учиться, идти всегда вперед, достигать мастерства в своей профессии и обязательно постоянно делиться знаниями, то есть учить других своей профессии, своему опыту, всегда быть открытым для учеников, принимать их, и тогда у вас очень будут складываться замечательно остальные сферы жизни. Если вы этого не будете делать, все будет у вас лететь к чертям, потому что вы не будете выполнять свои главные задачи, давать знания окружающим. Что нельзя делать тройкам? Нельзя брать кредиты, одалживать деньги. Можно потерять удачу, и деньги будут очень сложно вернуть, потому что гуру — это сигнификатор денег. И если вы берете энергию денег в долг, да, наперед, то удача может от вас уйти. То есть именно вам будет очень сложно отдавать эти деньги, эти кредиты. Будут наваливаться все новые и новые проблемы именно материального плана. Поэтому старайтесь для себя сделать такую вот как бы точку вот невозврата, да, вот кредиты мы не берем, мы лучше накопим и купим то, что нам нравится. Тогда у вас будет все отлично получаться. И самый последний, но очень важный момент — это критика. За счет того, что троечка обладает колоссальным количеством знаний и объемом, и готова им со всеми делиться, любит поучать других, давать советы, у нее есть такое свойство характера, как критиканство. То есть у кого-то больше, у кого-то меньше, но всегда подметит вот какие-то недочеты, недоработки троечка, не будет слушать другое мнение. И часто критикуют, вот прямо до высмеивания. Поэтому это тоже важно понимать, что это отнимает именно у вас энергию, и именно энергию денежную. Поэтому старайтесь отказаться от критики с самого раннего детства. А родителям советую при детках-троечках не критиковать других, не смеяться над другими. То есть не учить их с детства этим вот вещам, потому что они в принципе противопоказаны всем людям, всем числам души одинаково, но троечка за это поплатится втройне. Вот на этом я хотела бы закончить свой обзор про число души 3. Если остались какие-то вопросы неосвещенные, напишите мне в комментариях, я с удовольствием вам отвечу. Следующее число души 4.